Белоруссии, как известно, вопросами русского мира, а равно и всеми остальными, занимается батька. И делает это он очень изящно, в зависимости от потребностей. Вчера он может говорить одно. Белорус и русский – это люди одного дерева, корня одного. Я это говорил и не боюсь говорить. Русские нам не враги. Это наши братья. А сегодня уже другое. Если кто-то из умников там думают, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет. На улице тоже порядки часто меняются. То милиция изымает запрещенные национальные флаги, то чуть ли не организовывает мероприятия с ними. В таком калейдоскопе событий обычно спокойным белорусам разобраться непросто, но объяснение этому есть. Теплый взгляд Александра Григорьевича в сторону западных партнеров. Я бы сказал, что отношения с Западом – это своего рода инструмент возбуждения ревности у России. Пусть даже Запад не дает денег, но вот когда Россия видит, что у Беларуси теоретически есть какие-то другие варианты, которые, может, она даже не использует, но они, что называется, на столе, то, в общем, она, возможно, будет сговорчивее в смысле предоставления какой-то помощи, потому что она будет хотеть Беларусь удержать. И удерживать есть за что. Ведь, как ни посмотри, Беларусь – это квинтэссенция русского мира за границами Российской Федерации. В Беларуси 82% белорусов этнических, русских где-то порядка 10%, немного. Но 40% населения всего считают русский язык родным, а язык коммуникации 70%. Улица Зыбицкая или Зыбицкая? Ой, вы что? Сегодня это центр ночной жизни города Минска. И половина мажоров, половина беспонтовых. О, микрофон! А мы не уходим, мы хотим выпить. 70% населения Беларуси, львиную долю из них составляют этнические белорусы, говорят по-русски. Дорогие друзья, это были самые приличные ведущие Белтелерадиокомпании во всей красе. Ну а раз говорят по-русски, то и действовать должны как русские, то есть нести этот самый русский мир в людские массы. Например, ехать на Донбасс, но вовсе не для работы в шахтах. У нас похоронное бюро есть на Ольшевского, и мы знаем, что практически каждую неделю оттуда приходит груз 200, так называемый. Мы не знаем этих людей. Мы даже не знаем, белорусы они либо нет. Но у нас впервые в Минске появились вот эти минибусы черные, на которых так и написано «груз 200». В отличие от этих людей, Константину повезло, как и нам. Ему, что вернулся из Донбасса живым, а нам, что согласился дать интервью. На передовой Константин провел около года, пороху понюхать успел. После того, как мы Дебальцево взяли, наших очень-очень много полегло. Об этом пока умалчивают, даже не говорят о потерях, но погибло очень много. Оно вообще в наступательном бою где-то потери 1 к 3. То есть с их стороны, допустим, 1, с нашей 3. Но после того, как они отступали уже с этого Дебальцева, вот тогда мы уже отыгрались на них. Да. Дело в том, что они выходили группами по 20, по 30 человек. Если кто-то выходил на связь, вот мы под Дебальцево, уже Дебальцево взяли, а мы еще где-то дней 10 стояли, и мы их пеленговали. Только запеленговали сразу прямо на град, и град туда бьет, где их слышали. Я почему и поехал, что когда уже обстреливали этот большой этот дом торговли, как он называется у него там, он горел, по телевизору показывает. И тут местные, у меня 13-го день рождения, 13 июня, меня подкалывают. Вот там день рождения, ты тут водку пьешь, шашлыки жрешь, а там он твоих соотечественников угробит. Приветствуется не сам факт поездки, а приветствуется сопереживание, такая эмпатия русского человека своим соотечественникам, людям, которые, как они, наверное, думают, одной с ними как бы крови,
и интеллектуальной, и ментальной, и исторической. Короче, русский своих не бросает. Это вот такой термин, который, в общем, сильно эксплуатируется, хотя я не знаю, где, в принципе, так уж откровенно бросают в другом этносе своих. Ранее премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Захарченко говорил, что на стороне войск сопротивления сражаются от 3 до 4 тысяч россиян. Не военных, не разведчиков, а простых людей, которые осознанно, по доброй воле ради жителей Юго-Востока, рискуют своими жизнями. Не будь российской пропаганды, этот позыв не был бы настолько выразительным и не был бы выражен столь радикально. В Беларуси многие российские телеканалы, по-моему, как минимум 2, они просто на кнопке. Это приводит к тому, что, скажем, по опросам, когда белорусам задают вопросы, вот с фактически весны 2014 года, вот как бы правильно Россия поступила в Крыму, 60-65%, да, правильно. Ну, а как вот к вам вообще местное население, вот к вам лично относилось? Вот когда вы говорили, что там есть Беларусь? Я на рынок как-то зашел, что-то нужно было там купить. В форме, да? Да, ну в форме, конечно. И какая-то торговка там на меня все-таки наехала. Ай, вот это вчера снаряд упал, девочку убила, а ты тут вот это самое, кто ты такой, что ты сюда приехал? А я ходил, у меня на прикладе даже это самое, белорусский флаг наш. Я говорю, что приехал? Говорю, ваши мужики где? Говорю, что не защищают родину? А не надо нам, вот пусть они приходят, чтобы главное не стреляли. Я говорю, а мне не надо, чтобы они сюда приходили. Я для этого я здесь. Они сюда не придут, пока я здесь. Я говорю, а будет приказ, я говорю, и дальше пойду. Не было сомнения, что, блин, это же братоубийственная война. Ну что, война есть война. Когда там боевые действия закончились, и уже многие просто, ну, куда поехать еще? Я поехал в Ростов в надежде на то, что я уеду в Сирию. Но я туда не попал с Ростова. Что бы вы там делали вот сейчас? Там же... Ну, а что Россия делает в Сирии? Врагов своих громит. Не нужно ждать, когда они придут к нам. Где эта чума зародилась, они же уже почти всю Сирию и пол Ирака под себя подмяли. Значит, их нужно бить там, на их территории. Вот Россия и бьет. И не с помощью каких-то добровольцев, а с помощью нормальной регулярной армии. Всеми возможными средствами. А есть там враги или нет, и чьи они на самом деле, определит победитель. Или просто выживший. Несправедливость в мире, что называется, не исчезает. Рождаются, взрослеют и как бы мужают поколения, которые готовы бороться с этой несправедливостью. А если ее грамотно эксплуатировать, то плоды становятся вполне такими наглядными, очевидными, кровавыми. И люди на самых низовых уровнях, так сказать, этих движений, они, в общем, даже и не понимают, какого рода как бы манипуляциями они оказываются вот в этих рядах, и что за этим стоят очень далекие от их реальных позывов как бы интересы. И Константин, не попав в Сирию, решил вернуться в Беларусь, где, впрочем, его поджидал неприятный сюрприз. В стране были приняты новые законы, и за участие в вооруженных конфликтах начал полагаться реальный срок. Видимо, Лукашенко решил, что патриоты русского мира как герои ему не очень нужны. Да и соседи стали смотреть угрюмо. Но Константин не расстраивается, готовится к очередной реконструкции сражения с Наполеоном. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. А вот если будет вторжение, например, если все-таки Лукашенко там будут какие-то конфликты, и Путин скажет, исходя из какой-то стратегической необходимости, мы займем вот эту территорию, там, допустим, до украинской границы, да? Ну вот как вы думаете, ну вот вы пошли защищать вот ваши действия, вот у вас вот тоже ситуация, да, у вас жена белорусская. Я вообще не представляю возможности, чтобы Россия на Беларуси что-то, какую-то войну шла. Я вообще украинцы тоже так говорили.
Украинцы же тоже так говорили. Они же, потому был шок, когда вот в Крым сразу было вторжение. Военные даже не знали, что делать. Если вообще. честно, я Украину как государство даже не считаю. Ее, где-то в 20-х годах, как говорится, сделали государством. Там это присоединили все исконно русские земли, и вот этот, и Запорожье, и Киев, и Харьков, это было все Россия. И не было никакой такой Украины. Там что-то около Закарпатья было, несколько, по-моему, 2,5 области. Вот это вот. И то после этого какой-то там очередной войны эти территории отошли просто к Российской империи. Вот и все. А в Беларуси? Почему-то нужно было сделать республику. Вот ее сделали такой. То же самое, можно сказать, и про Беларусь. Не было же Беларуси, было Великое княжество Литовское. Вот. Но после последнего раздела Речи Посполитой эти земли отошли к России, и Екатерина их назвала Белой Русью. Но многие белорусы с Константином не согласны. Я разговаривал с одной полькой, исследовательницей Беларуси, и она мне рассказывала, как она была совершенно потрясена в Минске. Она пришла на развал, где продавали видеокассеты, по-моему, или уже эти самые CD, и она была потрясена надписями. Причем это не власти диктуют, это как бы сами люди породили. Зарубежные исполнители, российские исполнители, белорусские исполнители. Она мужика спрашивает, говорит: слушайте, вот тут написано зарубежные исполнители и российские. Ну да. Так что, Россия не зарубежье? Ну да, не зарубежье. Так подождите, если Россия не зарубежье, так значит Россия это Беларусь? Да не, что вы, женщина. Беларусь, Беларусь, Россия, Россия. Я, когда эту историю услышал, я вот про себя подумал, что полька не видит решения там, где Беларусь не видит проблемы. Проблемы белорус, может, и не видит, и говорит чаще по-русски, а смотрит все равно не на Кремль, а в лес. Обычно европейский. Люди говорят: откуда у нас мобильники, откуда у нас компьютеры, откуда у нас интернет и так далее. То есть люди все равно задумываются. Опросите любого белоруса на улицах, вот просто вот сделать vox populi. Как бы вы хотели, там, куда нам надо ориентироваться? Только Европа, только Запад. Но я не припомню, вот может быть, если вот брать такую статистику, но вот из 18 один может сказать, что, допустим, нам надо дружить с Россией. Поговорка «дружба дружбой, а табачок врозь» для белорусов с их авторитарной полуплановой экономикой особенно актуальна. Страна без природных ресурсов и высоких технологий живет бедно. И Александру Григорьевичу только и остается, что торговать с Москвой и Европой своим виртуальным партнерством. Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить там не 150, а 200 долларов. Это, знаете, сродни того, что намек всем в России прежде всего и в Беларуси, что мы являемся нахлебниками в России. Вот видите, они нам делают какой-то подарок. Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. В то время как батька делает резкие заявления в сторону Кремля, народ все туже затягивает пояса и с опаской думает о судьбе соседей-украинцев, оказавшихся между Европой и Россией, как между молотом и наковальней. Если где-то я вижу даже вот в социальных сетях там начинают, что вот мы плохо живем, так я им советую, вы туда съездите, посмотрите. Куда именно? Да хотя бы в тот Луганск. Там сейчас найти работу за 100 рублей российских. Там российские деньги в ходу. За 100 рублей, если в день тебе будут платить 100 рублей, это за счастье. К счастью, в Беларуси никакой войны нет. Но и без нее официальная средняя зарплата составляет всего 400 долларов. Плюс безработица. В такой ситуации философские вопросы о дружбе у простого народа вытесняются вопросами «а что же поесть?». Но особенно возмутил граждан Беларуси новый налог на тунеядцев. Народу уже сил нет терпеть. У меня 4 сыновей, и они сейчас все без работы, все с высшим образованием. Дайте нам работу хорошую. Где-то зарплата это 500 долларов.
Как нам ее дождаться, этой зарплаты? И мы сюда не будем приходить. Мы вынуждены были скитаться, искать сами работу за границей, чтобы прокормить своих. А сегодня нам пытаются залезть в карман и забрать то, что мы заработали для своей семьи. Я заработал не для того, чтобы содержать армию чиновников. Конечно, националистические бело-красные флаги снова оказались вне закона. Где-то среди этих людей должен быть и Константин. Ведь из-за своего участия в боевых действиях на Донбассе он не работал по месту жительства, а значит, стал дармоедом для своего государства. Налоговая инспекция что от вас требует вот за эту войну вообще? Значит, ФСЗН требует с меня 11 миллионов с процентами за то, что я был на войне. Перед войной я пошел в горисполком, я говорю, я уезжаю на Донбасс. Она пожала мне руку. О, наконец-то хоть один мужчина нашелся. А то кругом там все горит, все хотят туда ехать, но никто не едет. Война кончилась, я приехал сюда, я прихожу к ней, а тут же уже все поменялось за это время. И Лукашенко дал указ, что если кто-то туда поедет, мы их посадим. И она уже испугалась, она что в горисполкоме. Она говорит, а вы ко мне приходили в 2015 году, в августе. Я говорю, я в июне был в отпуске, а в 2015 году я уже под городом Счастье стоял на позиции и, говорю, был на войне. Брат. Нет, вы были у меня в 2015 году, я ничего не знаю, вот идите туда, туда, туда. Так и бегает Константин по кругу, вместо того, чтобы строить будущее своих детей, которых у него 3. Но Александра Григорьевича все равно не перестает уважать. Как бы там на Лукашенко сейчас не врали, я за него никогда не голосовал, но как бы не врали, пока Лукашенко неким заменить. А придет какой-нибудь вот крикун и потащит нас, эту драную Европу. Что было бы, если бы Донбасс все-таки залили кровью и украинцы завоевали? Вот почему я туда и пошел. Украину бы приняли в НАТО, и уже войска эти НАТО, они бы стояли у границ Гомельской области. Вот и все. А так Донбасс отстояли, Крым забрали, Россия. Все. Вообще, это некорректное выражение, его надо просто вообще запрещать. Из соображения политкорректности. Что такое вообще, да, братский народ? Это вообще надо запрещать. Потому что вот эти отношения, они какие-то половые, да, братские. С братом можно поругаться, можно подраться, можно несколько лет не разговаривать. Это неправильно. А когда добрососедские отношения, это совсем другое. Мы соседи, это одно. А братья – это уже все-таки другая тема. И вот, конечно, это же Россия навязала. Мы братья и так далее. Ведь распад империи начинается с войны со своими окраинами. Если сначала мы думали, Молдова, там это случайность, да, Грузия, уже было понятно, что тут что-то не то, потом Украина, мы понимаем, и мы все понимаем, что если кто-то едет на очереди, то это мы. И, поэтому, конечно, это витает в воздухе, и люди это понимают. И эта напряженность, она, конечно, ощущается. Можно сказать, что это все, в общем, по большому счету не имеет значения. Что придут русские танки и как бы всех и будут встречать с цветами. Ну, у меня все-таки такое впечатление, что и да, и нет. Во-первых, не все будут встречать, а во-вторых, все-таки за эти годы независимости, благодаря Лукашенко, не благодаря Лукашенко, вот все-таки некое сознание своей отдельности от России, оно возникло. И я не думаю, что даже если представить себе ситуацию, я говорю, приходит российская армия, просто Беларусь, так сказать, присоединяется как Крым. Я не исключаю, что это, возможно, станет той костью, которую России будет очень сложно проглотить. Возможно, не сразу. Но думаю, что, в общем, она может встать в перспективе, может встать поперек горла. Потому что некая идентичность, я говорю, лояльная к России, в общем-то, но отдельная, она в Беларуси возникла.